Добрый день, друзья! Рассказ о двух орхидеях, которые появились на канале примерно месяц назад. Это был конец апреля. Две орхидеи мне привезли из офиса, которые не были подарены женщинам или просто никто не решился их забрать домой. По каким-то причинам. Не знаю, почему Майю никто не отважился взять. Но с этой орхидеей было все понятно. У нее цветонос из точки роста. Орхидеи пришли в очень сухом состоянии. И целый месяц я их отпаиваю. Потихоньку, понемножку поливаю и наблюдаю, какие изменения происходят у этих двух орхидей. Ссылочку на первое видео я оставляю в правом верхнем углу экрана и под видео, но показать изменения я уже готова. Орхидея Майя была в более лучшем состоянии и по корневой системе, и по листовым пластинам, и она буквально через неделю начала растить лист. За месяц, за 3 недельки он подрос. И сразу же начала пробуждать и растить корни в горшке. Да, они еще маленькие. Но они есть. Орхидея начала свой рост. Вот в таком состоянии корней орхидею пересаживать рано. Нужно, чтобы корни стали вот эти растущие подлиннее, хотя бы сантиметров 5. И тогда можно пересаживать орхидею. Но я никогда не тороплюсь с пересадками. Даю орхидеи хорошо адаптироваться, хорошо восстановить тургор листиков. Что такое хорошо? Листья должны стать упругие, наполненные влагой. И она держит своих 2 маленьких цветочка, но на цветоносах больше ничего и не происходит. Не продолжает наращивать бутоны, пока на цветоносах никаких изменений нет. А вот с орхидеей с точки роста, не знаю, к сожалению, ее название, происходит все по-другому. У нее нет возможности растить лист, потому что из точки роста идет цветонос. Но у нее есть возможность наращивать корни. И корни она потихонечку, понемножку начинает растить. Вот от старого воздушного корня начался рост. Горшок, к сожалению, матовый. И не так хорошо видно, как в прошлом горшке. Но видно, что и здесь тоже начался рост корней. Орхидеи полностью восстановили свой тургор. Удобрениями я их не поливала. И так как у этой орхидеи цветонос из точки роста, листьев нет, но что такая орхидея делает? Она из последних сил будет цвести. И вот пробудившаяся почка и начал расти цветонос. Вот вторая почка. Думаю, что тоже продолжит рост цветонос. И вот третья почка, которая начала пробуждаться. Хватит ли у орхидеи сил вырастить из этих 3 почек цветоноса, мы с вами обязательно посмотрим и увидим. Но вот это первая почка, на которой цветонос уже больше сантиметра, он явно вырастет. Я-то думала, что... Это что за детский сад? Ты опять? На свою игрушку и успокойся. Все. Конечно, от такой орхидеи мы ждем только детку. Но пока она решит растить детку,
она может пробуждать все почки, которые у нее находятся в спящем состоянии. Вот пока пробудилось 3 почки. Может даже отсюда, снизу, сначала пробудить эти почки, потом эти. А может и нет. Давайте наблюдать, давайте смотреть. Но детку когда-нибудь мы от нее точно получим. Была у меня такая орхидея с цветоносом из точки роста. Пока она вся не процвела, она не успокоилась. И только потом дала детку. Так что наблюдаем с вами дальше. Смотрим за этими орхидеями. И если вам интересно продолжение истории об этих орхидеях, подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, вам будет приходить оповещение о новых видео, вышедших на канале. И не забывайте подписываться на всякий случай на канал Дзен и группу ВКонтакте. Все ссылки будут в описании под видео. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале. Ты не вставляй во все 3 видео вот это безобразие. Что это такое? Как ты себя ведешь? Плохо. Плохо себя ведешь. Почему так плохо себя ведешь? Стыдно, наверное. Да ничего ему не стыдно. Посмотрите в эти Ричи, тебе стыдно? глаза. Стыдно так себя вести? А? Ай-яй-яй-яй-яй. Эх ты. Ничего мне скажи, не стыдно. Я самый красивый. Может быть, я красивый? Да? Да? Я самый красивый, самый умный и самый шкодный